Стив Джобс и Лучано Паваротти были совершенно разными людьми. Один изменил мир технологий и стал символом Apple, другой стал одним из самых известных оперных певцов 20 века. Но в какой-то момент их истории пересеклись. У обоих обнаружили опухоль поджелудочной железы, но их истории оказались совершенно разными. Стив Джобс прожил после выявления диагноза около 8 лет, Лучано Паваротти примерно 1 год. Почему? Давайте разберемся. Стив Джобс. В 2003 году Стив Джобс узнал, что у него обнаружена опухоль поджелудочной железы. Но был один важный медицинский нюанс. У Джобса была обнаружена нейроэндокринная опухоль, а не наиболее распространенная протоковая аденокарцинома поджелудочной железы. Нейроэндокринные опухоли могут развиваться значительно медленнее, чем классическая аденокарцинома. Джобс перенес операцию, после которой продолжил работать и руководить компанией Apple. Однако болезнь со временем прогрессировала. Опухоль распространилась, и Джобс проходил дальнейшее лечение. Несмотря на это, остановить заболевание не удалось. 5 октября 2011 года Стив Джобс умер. Ему было 56 лет. Его история показывает важную вещь. В поджелудочной железе могут быть разные типы опухолей, с разным течением болезни. Лучано Паваротти. История Паваротти развивалась гораздо быстрее. В 2006 году у знаменитого тенора обнаружили рак поджелудочной железы, одно из самых серьезных онкологических заболеваний. Именно потому, что на ранних стадиях оно может долго не давать выраженных симптомов. Человек может чувствовать слабость, терять вес, испытывать боль и дискомфорт в верхней части живота, замечать проблемы с пищеварением. Если опухоль перекрывает желчные пути, появляется желтуха. Для диагностики врачи используют КТ, МРТ и эндоскопическое ультразвуковое исследование. В некоторых случаях биопсию кусочка ткани опухоли. После этого определяется тип опухоли и стадия заболевания. И если опухоль удается удалить, может проводиться хирургическое лечение, иногда в сочетании с химиотерапией. Но при распространенном заболевании основное значение приобретает системное лечение и контроль симптомов. Паваротти продолжал бороться с болезнью, но его состояние постепенно ухудшалось. 6 сентября 2007 года Лучано Паваротти умер от рака поджелудочной железы, протоковая аденокарцинома. Ему был 71 год. Почему истории Джобса и Паваротти оказались такими разными? Главная причина в том, что у Джобса и Паваротти были разные типы опухолей. У Джобса нейроэндокринная, у Паваротти протоковая аденокарцинома. Даже если опухоли находятся в одном органе, они могут совершенно по-разному расти, распространяться и реагировать на лечение. Поэтому одного слова опухоль недостаточно. Важен ее тип, размер, распространенность и возможность хирургического удаления. Два человека с заболеванием одного органа могут иметь разные прогнозы. Чем опасен рак поджелудочной железы? Поджелудочная железа находится глубоко в брюшной полости. На ранней стадии небольшая опухоль может практически не давать специфических симптомов. А когда появляются выраженные признаки, заболевание часто уже успевает распространиться, в том числе и на другие органы. Поэтому необъяснимая потеря веса, длительная боль в верхней части живота или в спине, а также желтуха, стойкие проблемы с пищеварением и резкое изменение самочувствия – явные признаки того, что нужно обратиться к врачу. Истории Джобса и Паваротти показывают, насколько разными могут быть опухоли одного и того же органа. Важен не только орган, который поражен опухолью, но и тип самой опухоли, ее распространенность и возможности лечения. При онкологических заболеваниях время играет огромное значение. Выживаемость при раке поджелудочной железы. Прогноз при этой болезни во многом зависит от того, насколько далеко успела распространиться опухоль. Если опухоль обнаружена только в поджелудочной железе, и ее можно полностью удалить, шансы на длительную жизнь значительно выше. По данным Национального института рака США, около 44% с локализованным раком поджелудочной железы живут 5 лет и более после постановки диагноза. Если же опухоль уже распространилась на соседние органы, сосуды или лимфатические узлы, этот показатель снижается примерно до 17%. А если появились отдаленные метастазы, например, в печень или легкие, 5-летняя выживаемость составляет около 3%. Важно помнить, эти цифры – статистика для больших групп пациентов, а не прогноз для конкретного человека. На результат лечения влияют тип опухоли и ее стадия, общее состояние организма и то, насколько хорошо заболевание реагирует на лечение. Поэтому чем раньше заболевание будет обнаружено, тем больше возможностей для удаления опухоли и выше шансы на успешное лечение. Подписывайтесь на канал, если видео было полезным, ставьте лайк, так вы поддержите канал и видео. Поделитесь этим видео с близкими. Возможно, эти знания спасут кому-то жизнь. Пишите в комментариях свое мнение. Всем пока!